Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. В начале расклада хотела бы искренне поблагодарить всех, кто в эти дни писал мне теплые пожелания скорейшего выздоровления, прекрасные, замечательные, добрые слова, наилучшие пожелания. Благодарю вас, низкий поклон каждому из вас. Очень всех вас люблю, искренне и нежно. Сегодня я хочу сделать для вас вызов вашего любимого мужчины, потому что в предыдущие дни рекордсменом по запросам на следующий расклад был именно вызов. Использовать я буду сегодня колоду Таро Grand Lux. И напоминаю вам о том, что это очень экологичная техника, это очень экологичная работа на картах Таро, связанная не с воздействием на сознание человека, на волю человека, а связанная с тем, что мы собираем в один мощный поток нашей энергии наш запрос для Вселенной, посылаем его высшим силам Вселенной для того, чтобы Вселенная, высшие силы создали все условия для того, чтобы мужчина, который сейчас находится с вами в расставании, с которым вы сейчас по каким-то причинам не общаетесь, очень разные причины могут быть, чтобы он сам самостоятельно, в том случае, если вы ему действительно нужны, и между вами действительно еще что-то может быть, чтобы этот мужчина захотел проявиться к вам, сделать первый шаг. Конечно, наш запрос не останется без ответа. Я понимаю, что у каждого свои цели есть. Для вызова мужчины кто-то хочет продолжать с ним отношения, воссоединиться и быть еще счастливым с этим человеком. Кто-то хочет просто сатисфакции, чтобы мужчина явился. Ну вот сам факт появления мужчины для вас важен. Кто-то, в принципе, хочет что-то выяснить с ним, прояснить с этим человеком. Остались незаконченности некие, незакрытые гештальты. Вы уже сопоставляете это со своими, так сказать, этическими нормами и моралями. Какова именно ваша цель? А наша задача сегодня попросить Вселенную, попросить высшие силы о том, чтобы мужчина как можно быстрее проявился. Итак, еще хочу поблагодарить вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне подарки. За ваши лайки, за комментарии, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Всех очень нежно люблю. Вызов мужчины. Колода Таро Grand Lux. Давайте-ка смотреть сначала дно колоды. Ну, огонь, страсть. Очень много страсти в отношениях. Причем эта страсть может быть как сексуального характера, так и вообще, в принципе, огонь, эмоциональный в том числе. Еще темперамент может проявляться как с его стороны, так и с вашей. Такие отношения могут быть как огненно-яркими, такими насыщенными, прекрасными, так и весьма сложными, потому что это как раз столкновение горячих темпераментов, это столкновение интересов, столкновение характеров двух очень ярких. Здесь очень по-разному у вас могут быть проявления, но это точно огненное, это не скучная энергия уж никак. Очень много огня, очень много страсти здесь. Кстати, вполне возможно, здесь нам покажут инициативу со стороны мужчины или со стороны вас, для того, чтобы появиться первое желание чье-то из вас вновь контакта, возобновить ваш контакт. Теперь будем искать вас и его. Напоминаю, что вызов нужно смотреть от начала до конца, конечно же, для того, чтобы как можно лучше сработали все энергии, заключенные нами любовно, с нежностью и с очень большой силой в этот расклад. Ищем императора и императрицу. Кто из вас здесь больше склонен появиться первым? Выйти на связь или более, возможно, уже смягчилось сердце у кого? Ведь причины разные, по которым вы могли расстаться с этим мужчиной. Но вы тут зарылись, закопались оба, конечно, весьма и весьма глубоко. Не хотите появляться ни вы, ни он. Уже практически вся колода вышла, ни вас, ни его нет. Ну надо же. Партизаны оба, ну наконец-то. Наконец. Но он ждет известия от вас. Смотрите, вышел он, ваш император. Ну, дай бог, чтобы это не было общение с другой женщиной. Сейчас, конечно, посмотрим. Но известие от вас ждет точно здесь мужчина. Он ждет, пока вы придете на поклон. Он же император, он же у нас великий. Ну, хорошо, не будем
умалять его достоинств, а вы, как настоящая звезда, императрица, звезда, и смотрите, аркан четверка мечей, вы выдерживаете паузу, и я вам должна сказать, что вы правильно делаете. И знаете почему? Да потому что императрица, настоящая императрица, именно так себя и ведет. Вам и говорят, здесь правильная тактика. Здесь просыпаться, выходить из этого сна, то есть проявлять инициативу, возможно, и нужно будет через некоторое время. Сейчас посмотрим, что покажут по раскладу, но вы правы, что вы ведете себя именно так. Это ваше правильное поведение. Именно так и должно быть. Да, здесь вы большой инициативы, конечно, тоже не проявляете. Не тоже, а не проявляете. А вот мужчина больше здесь. Мало того, что он выскочил первым, кроме этого, он вышел еще с такими арканами, что он ждет известия от вас. Он хочет, чтобы вы написали, чтобы вы проявились к нему. Не зря сказала, вам пришли на поклон. Потому что он император, а вы королева кубков. То есть, чтобы смягчились, так и хочется сказать, чтобы вы смягчили свое сердце, чтобы вы стали более покладистой, чтобы вы просто решились на первый шаг сами, потому что ему сделать первый шаг чрезвычайно сложно. Вот такая у нас вышла первичная информация о вас. Теперь давайте будем рассматривать поподробнее, что же происходит на самом деле сейчас с точки зрения Таро. Покажите нам, какова истинная сейчас ситуация между вами. Вообще, что между вами? В этих отношениях вы много чего пережили. Много страданий, переживаний. Причем могли переживать вы. И в первую очередь это вы, потому что у нас здесь девушка нарисована на аркане. И на дне колоды еще и вышла пятерка жезлов. Много противоречий, много могло быть препятствий, проблем, споров. Непонимание. Вы могли вообще не понимать этого человека. Он мог не понимать вас. Столкновение интереса. В общем, здесь все далеко не просто. Все сложно. И сейчас выходит девятка мечей между вами. То есть между вами сейчас не просто расставание, а здесь еще идут душевные переживания, терзания, метания. Как с вашей стороны, так и с его. Но все же, мало того, что девушка у нас здесь изображена, она еще и смотрит в сторону императрицы, поэтому больше это касается вас. Но его это тоже не обошло стороной. В общем, проблема здесь однозначно есть. Но это, мягко говоря, проблема. Вы можете, да и вы, и он, оба вы можете даже ночами плохо спать. Можете просыпаться, и мысль сразу о нем возникает, у него о вас. И если расстались некрасиво, то, соответственно, о том, как это некрасиво произошло. Если расстались просто непонятно как, вот исчез мужчина, или вы решили резко оборвать отношения, допустим, да, все равно момент переживания здесь есть, значит, тогда это непонимание, почему так произошло, в чем причины. Девятка мечей — это такой аркан, он очень-очень многогранный, очень много о чем говорит. Но здесь проблема. Сейчас проблематично между вами. Ваши чувства к нему. Давайте-ка посмотрим. Его чувства к вам сейчас. Мы смотрим сейчас. У меня возникает такой большой вопрос, а почему тогда ты молчишь и с ней не миришься? Его чувства к вам, я настолько редко, чрезвычайно редко говорю в раскладах, мужчина вас любит. Но вот сейчас я это скажу. Да, удивительно. Да, такая сложная карта вышла между вами, девятка мечей. Да, все как бы не просто, все сложно получается между вами. Но, тем не менее, мужчина, у него в чувствах вышли два таких аркана, четверка жезлов и аркан двойка кубков. Я так и скажу, он любит вас, он видит вас жену, он видит вас женщину, с которой он хотел бы, возможно, всю жизнь прожить. Если это ваш муж, и между вами что-то произошло, значит, на данный момент пришло понимание к мужчине, что нужно восстанавливать отношения, что нужно вас возвращать, нужно как-то все это, все налаживать. Почему? Потому что есть чувства. А вот у вас другая ситуация. У вас выходит пятерка кубков, не зря мечей хотела даже сказать. Вы разочарованы, вы расстроены. Посмотрите, вот этот аркан на чувствах, здесь не значит, что у вас чувств нет или их не было. Были однозначно. Но между вами произошло нечто с этим мужчиной. Понятно, по девятке мечей, смотрите, здесь может быть комплекс проблем. Комплекс различных очень тяжелых вещей, которые в итоге вас привели в состояние эмоционального кризиса.
И вот по пятерке кубков здесь сложно вообще сказать, что сейчас вы к нему чувствуете. Чувства есть, конечно, эмоции есть, безусловно, это аркан эмоций. Но это именно эмоциональный такой провал ямы, это разочарование. Могут быть слезы, могут быть обиды, конечно, но больше здесь именно разочарование. И, возможно, даже мысли о том, на кого я вообще потратила время, зачем это все было. Может быть, еще то, что вы не верите в то, что у него есть чувства. Ну, ничего удивительного, если между вами девятка мечей, проблем было много. Могут быть и сейчас между вами проблемы. И поверить в то, что мужчина испытывает к вам чувства, для вас просто практически невозможно. Но он испытывает к вам чувства. Вот в чем интересность ситуации у нас сейчас. Я могу сказать, что мужчину четко показали. Этот мужчина вас видит не просто своей семьей, своей женой, с той женщиной, с которой... Я вам покажу прям, чтобы вы видели. Посмотрите, какие два шикарнейших аркана вышли. Это вы с ним, под этим шатром. И смотрите, какой праздник жизни, красота. Вы держитесь за руку, вам замечательно, вам великолепно вдвоем. И, конечно, двойка кубков. Тут даже и добавить нечего. Аркан любви, взаимопонимания, прекрасного партнерства, чувств, эмоций, самых светлых, чистых. Ну что ж ты так, дорогой наш? И он сидит, гордый, такой, не подходи ко мне без поклона, да? И думает, ну что, когда она наконец-то уже... сдастся и сделает шаг первой. Он так себя тоже не ведут же, да? Вы же тоже императрица. Он не понимает разве, что вы императрица, а не просто так мимо проходили. Фрейлина простая. Ну, у вас довольно сложно все выходит и в чувствах. Почему молчит? Почему молчишь в таком случае? Красавец. Он манипулирует вами, в который уже расклад выходит такая информация. Манипулирует, еще что. Что-то выжидает. Он выжидает, он манипулирует вами. Даже его молчание может быть очень серьезной манипуляцией. Больше того вам скажу. Если вы писали этому мужчине, допустим, сообщение, хотели с ним что-то выяснить, там, помириться или просто первый шаг делали, а он мог или намеренно не прочитать эти сообщения, или же прочитать, но сделать вид, что не прочитал. Ну, есть такие способы, вы прекрасно знаете, да, там через авиарежим зайти или просто поставить в настройках, чтобы не было видно, прочитано сообщение или нет. Или еще что-то в этом роде. Или же он прочитал сообщение, намеренно вам не отвечает. Вот если вы в такой ситуации находитесь, манипуляция. А если просто молчит, манипуляция. Если еще какие-то там способы поведения сейчас вы наблюдаете этого мужчины, манипуляция. Этот мужчина очень жестко манипулирует вами. Для чего ты это делаешь? Для чего эти манипуляции? И ждет. Для того, чтобы вы пошли на поклон, проявили к нему любовь. Во-первых, для того, чтобы вы осознали и поняли, как вы его любите. А во-вторых, для того, чтобы вы первое пошли на примирение, проявили к нему любовь, нежность. Даже если вы там в смс-очке написали «люблю, давай поговорим, давай, может быть, помиримся» или еще что-то, он вас все равно еще считает, что нужно хорошенечко на оттяжечке подержать, ибо чем меньше женщину мы любим, демонстрируем ей любовь, тем легче нравимся мы ей. У него вот здесь такая идет тактика поведения. Это великий манипулятор, величайший манипулятор. Сальвадору Дали надо было нарисовать картину. У него есть картина про великого, но не манипулятора. Вот надо было бы ему еще и про великого манипулятора. О великом манипуляторе холст сотворить. Ха, ну надо же. Вот это кадрик у нас сегодня на раскладе. А если в планах, ну хорошо, манипулирует, понятно, ждет тут, что вы придете на поклон. У самого в планах все-таки, если вы не придете, есть шаги какие-то? Конечно, есть. Туз кубков. Сегодня разговор полностью о разочарованной женщине, которая находится в печали, может быть в неведении и в непонимании, что происходит, может переживать, может злиться, может ревновать, может хотеть уже послать его ко всем, извините за выражение, понимаете кому. Не будем произносить таких слов на все четыре стороны. Вот. А мужчина в это время
не дающий ей понимания того, что он ее на самом деле любит, имеет к ней чувства. И они очень, конечно, в восторге от слов «он вас любит», потому что огромная аудитория расклада, и каждый из ваших мужчин любит все-таки в меру своей возможности. Но здесь так, он испытывает настоящее чувство и эмоции, но ко всему этому это величайший манипулятор из когда-либо рождавшихся на планете Земля. Если вы не сделаете первый шаг, он, конечно, сделает его сам. Почему? Потому что любит, потому что есть чувства, и потому что никто, кроме вас, такую величайшую, красивейшую, теплейшую, глубочайшую палитру эмоций и чувств в жизни ему не подарит. Конечно, естественно. Если вы шаги не сделаете, здесь мужчина сделает это сам. Для большинства из вас. Ну, разве что не сделает для тех, у кого уже история закрыта, уже конкретно закрыто, и вы понимаете и смотрите расклад так, ради интереса. Не забывайте, что это общий расклад, все-таки это не ваш личный расклад, и к тому же общие расклады, они больше на анализ ситуации, для того, чтобы вы могли сделать общие, так сказать, психологические выводы и принять более взвешенные решения. А вызов, конечно, отличается от обычного расклада тем, что мы еще и складываем вместе все наши энергии и просим о чем-то Вселенную. Вот. Именно для этого вызов нам и нужен. В общем, знаете как, если мужчина не появится, значит все, история закрыта, или же не настало время, настанет оно позже. Но большинство из ваших мужчин, они в любом случае появятся, даже и без вызова, просто вызов может ускорить этот процесс. А ждет ли он, вернее, в каком виде? Уже, в принципе, понятно, да, но в каком еще виде он ждет ваше появление? То, что вы там к нему придете с признанием любви или хотя бы с проявлениями нежными. Тут он надеется, да. Если уже пришли, а он не прочитал сообщение или не ответил на звонок, я вам уже сказала для чего. Выдерживает вас еще. Как хорошее вино или как хороший хамон в хорошем подвале. Или сыр деликатесный. Вот так и он. Раньше времени он не хочет пробовать этот деликатесный продукт. В каком виде он еще хочет, чтобы вы сделали первый шаг? Ну, королева кубков. Тут и добавить даже нечего. Здесь мужчина просто спит и видит, чтобы вы превратились в мягкую, покладистую, белую, пушистую кошечку, которая мур-мур-мур-мур и будет ждать его. Беспрекословно хотел сказать, ну вот без претензий. Будет ждать, а потом просто сама, ну если не приползет на коленях, не дай бог, я даже такое произносить не хочу, ну как-то найдет к нему такой вот подход женский и сделает все так, как будто это не он пошел на примирение, а она сама, да, ну на самом деле, чтобы так и было, но чтобы он чувствовал, что это не он пошел первым с вами мириться. А вот вы сделали все для того, чтобы его вернуть. Очень как-то сегодня от мужчины вроде как идет такая энергия позитивная, что чувства, искренние эмоции, они действительно есть. Но вот то, что он такой жесткий, где-то в чем-то даже бездушный манипулятор. Здесь вот реально так, если ты имеешь, я просто хочу это добавить, свое ощущение, если ты имеешь такие искренние чувства к женщине, то они просто не могут быть в связке с такой жесткой манипуляцией. Это вот реально жестоко. Ну ладно, давайте спросим, поскольку там вышло общение вроде как с другой женщиной, может быть, я хочу уточнить, пытается ли он налаживать какие-то контакты сейчас в отсутствии вас с другими женщинами, или что это было? Нет, это не был разговор о другой женщине, это все-таки шла речь о том, что он полностью сосредоточен сейчас на вас. Здесь не о женщинах идет речь. Неважно, он с другой женщиной, допустим, он там женат, да, у вас не свободен, или еще что-то. Неважно. Речь в начале расклада, когда он у нас вышел на поиски с дамой кубков, королевой кубков и пажом, эта речь шла о вас, что он ждет известия от вас. Это не о другой женщине. Он никакого сейчас даже общения с другой женщиной, фривольного, любовного, эмоционального себе не позволяет, потому что сейчас вся его сила сконцентрирована на вас. Все его внимание.
Можете ли вы что-то сделать самостоятельно, кроме вызова нашего совместного, для того, чтобы этот мужчина появился быстрее? Нет. Здесь только положиться на судьбу, на волю небес. Ну и, соответственно, это еще и арканы есть Вселенной, колесо фортуны. Это аркан напрямую, связанный с высшими силами, со Вселенной. Это аркан, который, в общем-то, их и символизирует. Поэтому здесь идет речь о том, что все решают они, конечно, безусловно. Вы можете попросить помощи, вы можете попросить поддержки, направить ваши стези, как-то куда-то вырулить вашу ситуацию. Но высшие силы, безусловно, решат сами. Нет. Вы только можете запрос послать. Вот то, что делаем сейчас мы с вами. Так что мы с вами, девочки, на правильном пути. Этот мужчина нужен вообще вам? Если да, для чего? Большинство из вас да. И нужен он именно, да, как я и хотела сказать, именно для тех вещей, которые я озвучила в начале расклада. Для каждого из вас своя цель вызова мужчины. Я не буду, наверное, повторять заново. Посмотрите в начале, какие цели я обозначила. Вот для этих целей этот мужчина вам и нужен. У каждого из вас своя цель этого вызова. Так что вы не зря смотрите вызов. Это не бесцельно, не просто так. Если просто ради интереса, то знайте, что с этим не шутят, потому что он может действительно появиться. Это очень мощная практика, которая работает в большинстве случаев. Теперь берем вас, императрицу, императора. Соединяем вас вместе, все как всегда, и просим. О высшей силы, о Вселенная, просим сегодня для нас, для каждой из женщин, которая смотрит сегодняшний расклад, сегодняшний вызов. Пожалуйста, сделайте так, чтобы мужчина, на которого сегодня мы делаем этот вызов, этот расклад, как можно быстрее, в ближайшее же время осознал необходимость, настоящую, истинную, невероятную необходимость этой женщины в его жизни. Если он стесняется, если он сомневается, если есть еще какие-то причины для того, чтобы не делать первый шаг, пускай эти причины уйдут в небытие. Пускай останется только истинное зерно. Только он, она и их любовь. То, что главное, то, что основное в жизни каждого из нас. Любовь – это самое главное. Пускай только любовь останется в его сердце. И желание, горячее желание выйти на контакт с этой женщиной. Несмотря на его гордость, несмотря на его манипуляции, несмотря на другие проблемы, пускай все это исчезнет и растворится, останется только любовь и огромное желание выйти на связь с этой женщиной. Мы благодарим вас. Мы знаем, что вы слышите нас прямо сейчас и уже выполняете нашу просьбу. Да будет так и так уже есть. Аминь. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели расклад до конца. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях обязательно, когда ваш мужчина появится. И с какими словами, с какой инициативой появится. Здесь, конечно, будет очень интересно почитать, потому что кадрик у нас еще тот на раскладе. Но будет очень интересно узнать, в какой форме, с какими словами и вообще в каком виде он у вас появится. Благодарю вас еще раз. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения, любви, взаимной любви, настоящей, без каких-то поводов, причин, проблем, препятствий. И, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.